Глава 1251. Возрождение бессмертной пальмы. Талисманы, прилипшие к Пегасу, воспользовались этим моментом и слились в слои радужного света, заточенного в серебряное пламя. Под приказу Хань Ли инский огненный ворон, плавающий в фиолетовом льду, превратился в шар алого пламени, мгновенно окутавшись огненную эссенцию. Затем Хань Ли сделал жест заклинания и удар по фиолетовому льду своими несколькими заклинаниями. Когда заклинания вошли в него, глыба фиолетового льда заблестела и внезапно начала сжиматься. В мгновение эка он превратился в шар размером с кулак. Хань Ли махнул рукой, приманив к себе шар, и стал с интересом рассматривать его. В этот момент Хань Ли услышал детский голос за ухом, за которым последовали слова с намеком на зависть. «Не ожидал, что тебе настолько повезет, что тебе на самом деле удастся заполучить огненную эссенцию. Если ты сможешь соединить его с великим инским истинным огнем, ты получить гораздо больше, чем можешь себе представить. Боюсь, что даже в мире духов не так много бессмертных духовных огней, которые превосходят его». Бессмертный духовный огонь. Хань Ли слегка изменился в лице, но не стал продолжать эту тему. Скорее он сжал руки, в результате чего раздался раскат грома. Тонкие дуги золотой молнии вылетели из его рукавов и плотно обвились вокруг льда, пока тот не стал достаточно закреплен. В мгновение эка все следы фиолетового льда сменились золотой молнией. Он взмахнул рукавом и вызвал маленький лазурный котел, который, сделав круг в воздухе, приблизился к нему. Это был небесный котел. Он щелкнул пальцем по котлу, заставив его громко звякнуть. Крышка котла взлетела в воздух, из него вырвалась масса лазурных нитей, которые мгновенно обвились вокруг шара золотой молнии и затянули его внутрь. Затем, используя свою технику печати артефакта, он запечатал котел. В этот момент он глубоко вздохнул, но в его глазах появился след от волнения. Приобретя это пламя, он сможет усовершенствовать исцеляющую солнечную воду. Ему действительно нужно было продлить свою жизнь на несколько сотен лет, чтобы он смог культивировать эссенцию божественного света, даже если это было труднее, чем он предполагал. Подумав об этом, Хань Ли забрал свою марионетку и 5 демонов, а затем двинулся дальше, чтобы снять массивную формацию заклинаний, которую он ранее установил. Только после устранения всех следов его присутствия он ушел. После этого он завершил все свои дела в Великом Цене и без колебаний отправился в путешествие в небесный южный регион. Вернувшись, он сначала усовершенствует исцеляющую солнечную воду, сняв с себя заботы о своей жизни или о Наньгун-Ван. После этого он установил бы пространственный карман в пространственной расщелине в долине падения демонов. И, наконец, он использовал бы способность создания душ флага рассеивания призраков, чтобы изготовить пространственное сокровище алый духовный флаг. Используя этот флаг, он мог поглотить гору божественной эссенции и принести ее с собой в небесный южный регион, где он мог спрятать ее в своем пространственном кармане и культивировать эссенцию божественного света, чтобы преодолеть барьер на стадии божественной трансформации. Чтобы добиться успеха, он использовал духовный камень древесного элемента, который он сохранил с момента последней попытки использовать 5 ледяных огней для преодоления узкого места. Стоит также упомянуть о таблетке дьявольской эссенции, о которой упоминал Сян Чжили, когда он спас фиолетовую духовную фею с горы дьявольского Утеса. Перед тем, как уйти, он использовал высший тысячелетний нефрит для обмена 3 таблетки дьявольской эссенции, что лишь немного увеличило его шансы на достижение стадии божественной трансформации. Однако одна лишь мысль о цене за эти 3 таблетки заставила Хань Ли почувствовать головную боль. Он не знал, откуда этот старый дьявол узнал так много о количестве высшего тысячелетнего нефрита Северного ночного дворца, но он был достаточно жадным, чтобы одним махом забрать половину. Неизвестно, был обмен на 3 таблетки дьявольской эссенции честным, или он использовал это как предлог для того, чтобы ограбить его. В любом случае, независимо от того, насколько редким был высший тысячелетний нефрит, Хань Ли считал помощь таблеток дьявольской эссенции гораздо более важной. Хань Эль и не мог упустить любой больший шанс достичь стадии божественной трансформации, каким бы маленьким он ни был. Даже в сложившейся ситуации с Сян Чжили он мог только прищемить нос и согласить на сделку. Вспоминая самодовольное лицо старого дьявола после торговли, он почувствовал себя несколько мрачным. Но вскоре он отбросил этот вопрос в глубины души и начал обдумывать свои планы на будущее. Через несколько дней он прибыл на границу долины Красного Тумана, исчезнув с края огненной тюрьмы. Вскоре после этого некоторые в Великом Цене, которые знали о существовании Хань Ли, также заметили его внезапное исчезновение. Это событие насторожило довольно много внимательных людей. Только после того, как отъезд Хань Ли из Великого Цзиня подтвердился, все они вздохнули с облегчением. Хотя имя Хань Ли не звучало в мире культивации Великого Цзиня, было несколько связанных с ним фантастических слухов, и он упоминался в высшем эшелоне нескольких великих сект. Он был известен как культиватор, который, хотя и не был на стадии божественной трансформации, но был в состоянии подружиться с культиваторами божественной трансформации на равных и даже мог с легкостью убивать культиваторов на поздней стадии зарождающейся души своего же ранга.
Он также не боялся, что его сущность разрушится от мирской ци неба и земли. Это заставило многих эксцентриков держаться в страхе от него. Теперь, когда они знали, что Хань Ли не собирался основывать секту в Великом Цене, они вздохнули с облегчением и старались не вспоминать его. С того дня, как исчез Хан Хань, в мгновение ока пролетело 40 лет. В это время мир культивации Великого Цзинь был чрезвычайно мирным. Хотя иногда происходили события, мир не трясся. Но в то же самое время в пещерной резиденции, в нескольких километрах от небесного южного региона, раздался радостный смех. Вся моя тяжелая работа наконец окупилась. Я наконец-то усовершенствовал огненную эссенцию. Теперь я наконец могу создать исцеляющую солнечную воду. В конце концов смех утих, и в пещере снова воцарилась тишина. Через месяц из горной пещеры выскользнул силуэт и метнулся в небе в виде лазурной полоски света. 3 месяца спустя молодой человек появился в долине падения демонов, тихо пробираясь в глубины долины, а затем снова исчез. Прошло еще несколько месяцев, и небольшая гора внутри долины внезапно стала испускать огромное количество темной призрачной ци. Это был угольно-черный туман, окутавший гору в радиусе 50 километров. В тумане носились иньские ветры, неся в себе вопли бесчисленного количества призраков. Если бы кто-нибудь вошел в этот туман, он определенно бы решил, что оказался в подземном мире. Это необычное событие продолжалось в течение полугода, прежде чем иньская ци постепенно рассеялась. Месяц спустя молодой человек странным образом появился из долины падения демонов и ушел так же тихо, как и появился. Поскольку его методы передвижения и маскировки были превосходны, никто не обнаружил его следов. Конечно, этим человеком был Хань Ли, который недавно закончил усовершенствовать алый духовный флаг и устанавливать пространственный карман. Несколько десятилетий назад, когда он вернулся в секту дрейфующих облаков из Великого Циня, он приложил немало усилий, прежде чем в конечном итоге смог изготовить исцеляющую солнечную воду и принял ее сам. Через несколько месяцев он усовершенствовал еще несколько бутылок. Поскольку Наньгун Ван все еще находилась в уединении, он доставил одну из бутылок в ее пещерную резиденцию своим летающим мечом. Затем он отправился в долину падения демонов, чтобы усовершенствовать алый духовный флаг. С сотнями душ флага рассеивания призраков и руководством бесконечного небесного зверя он смог плавно усовершенствовать его, несмотря на то, что на это потребовалось время. Остаток флага черного ветра наконец-то превратился в алый духовный флаг. В настоящее время Хань Ли вернулся в секту и начал постигать первые 2 слоя эссенции божественного света. В конце концов, даже с алым духовным флагом он должен был сначала научиться управлять горой божественной эссенции, если он хотел, чтобы она вошла в его флаг. Прежде чем он вошел в уединение, он внезапно что-то вспомнил и отнес бутылку воды солнечной исцеляющей воды в его сад духовных растений. После этого он немедленно вернулся в уединение. Его марионетка была помещена в пещерную резиденцию и была ответственна за использование маленькой таинственной бутылки для выращивания духовных насекомых и нескольких духовных лекарственных растений. 10 лет спустя Хань Ли очнулся от медитации со следом недоумения на лице. Как и ожидалось, эссенцию божественного света невероятно трудно культивировать. Кажется, что без помощи горы божественной эссенции культивировать эссенцию божественного света просто невозможно. Теперь, когда я закончил культивировать первый слой, похоже, мне придется отправиться в дворец звезд и забрать его. Внезапно перед Хань Ли появилось изображение ребенка. На твоем месте я бы сначала подготовил демонического ядро зверя металлического элемента, чтобы полностью завершить 5 элементных духовных корней. Хотя я первый раз слышу об этом методе, в нем одновременно содержится сила всех 5 элементов. Без соответствующих духовных корней это может создать огромную нагрузку на твое тело. Я знаю, ты уже упоминал об этом. Однако демонические звери металлического элемента невероятно редкие. Кроме того, мне потребуется ядро демонического зверя стадии метаморфозы. Найти его будет нелегко, вздохнул Хань Ли, и по взмаху в его руке появился красивый, блестящий свет радуги. Ребенок закатил глаза и спросил: «Разве ты не встречал демонического зверя металлического элемента, короля водяных драконов в море рассеянных звезд?» Это был настоящий демонический зверь 10-го ранга. Его демонического ядра должно хватить. Хань Ли нахмурился и медленно сказал: «Конечно, но этот демонический зверь живет во внешних морях. Достать его будет нелегко. Я должен подготовить несколько магических инструментов металлического типа, прежде чем подумать об этом. Помнится, ты говорил, что я могу использовать магические инструменты для замены духовных корней». Мальчик покачал головой. «Это правда, что ты можешь использовать инструменты вместо демонического ядра для замены духовных корней. Однако, таким образом культивации будет идти намного медленнее, а уровень риска возрастет.
С исцеляющей солнечной водой время для меня не имеет значения для меня. Давай поговорим об этом после того, как я прибуду в море рассеянных звезд. Хань Ли кивнул и встал, вытянув конечности, а затем покинул свою уединенную комнату. Во вспышке серебряного света перед ним появился еще один Хан Ли. Хань Ли не обратил на это особого внимания и мысленно обменялся информацией со второй зарождающейся душой в своей марионетке. Внезапно он изменился в лице и вскрикнул от удивления, что высшая божественная пальма возродилась. Глава 1252. Высшее небесное древо. Когда Хань Ли получил эту информацию от своей марионетки, его разум подвергся сильному шоку. Прежде чем он ушел в уединение, он из любопытства налил несколько капель солнечной исцеляющей воды на высшую божественную пальму, но она осталась такой же мертвой, как и прежде. Поэтому он теперь едва ли мог поверить в новости о его возрождении. Хань Ли быстро направился в сад лекарственных растений. Высшая божественная пальма была помещена рядом с несколькими другими драгоценными духовными растениями, такими как девятилистный духовный женьшень. Придя в сад, он увидел текущее состояние высшей божественной пальмы. Несмотря на то, что он старался ментально подготовиться к этому, он все равно был в шоке. Первоначально зеленая жидкость из маленькой таинственной бутылки лишь слегка меняла ее цвет, но высшая божественная пальма оставалась абсолютно сухой. Но теперь ее корни расползлись по земле и взобрались на множество колонн из белого нефрита. Все растение было наполнено жизнью. Виноградная лоза испускала слабый запах, который превосходил по качеству другие лекарственные растения в саду. Даже в воплощении девятилистонного духовного женьшеня белый кролик чувствовал себя спокойно, спя на одном из корней виноградной лозы. Когда Хань Ли приблизился к нему, кролик слегка пошевелил ушами и открыл глаза, слегка оскалившись, но, увидев, что это был Хань Ли, он продолжил спать. После нескольких сотен лет общения с Хань Ли, воплощение девятилистного духовного женьшеня начало считать сад Хань Ли своим собственным. Под его защитой кролику не грозила никакая опасность, и он больше не боялся Хань Ли. Хань Ли не беспокоился об этом и вместо этого начал осматривать виноградную лозу. Помимо испускания удивительной духовной ци, возрожденная высшая божественная пальма, казалось, ничем не отличалась от обычной лозы. Но при тщательном рассмотрении можно было найти несколько своеобразных отличий. Цвет лозы был изумрудно-зеленым, но его поверхность, казалось, излучала металлический блеск. Кроме того, вены листьев винограда были странными. Каждая из них отличалась от другой. Хань Ли молча смотрел на листья, как вдруг ему что-то пришло в голову, и его сердце дрогнуло в этот момент. Узоры вен на листьях были похожи на скошенные серебряные руны на золотом нефритовом томе. Он нахмурился и осмотрел еще дюжину листьев, обнаружив нечто удивительное. Узоры на листьях соответствовали серебряным рунам так, как если бы они были написаны только до половины. Хань Ли был поражен этим в течение долгого времени. В конце концов, он заставил себя коснуться листьев пальцами. Они были гладкими и ровными, словно он прикасался к прекрасному нефриту. Он погладил свой подбородок, и на его лице появилось задумчивое выражение. В этот момент он подумал было позвать бесконечного небесного зверя и задать ему несколько вопросов, касающихся высших духовных деревьев, но в конце концов решил не делать этого. На данный момент ребенок, скорее всего, культивировал в небесном котле. Он совершенно не знал, что происходит. Даже после того, как он вернулся в свою пещерную резиденцию, он хотел использовать силу котла и полностью разорвал связь демона с внешним миром. До тех пор, пока он оставался в уединенной культивации, он не выпускал демонического зверя, чтобы помешать раскрытию его секретов. Таким образом, бесконечный небесный зверь ничего не знал о маленькой таинственной бутылке. Что касается слухов или легенд о высшей божественной пальме, Хань Ли уже исследовал их. Согласно нескольким мифам о сотворении мира, когда жизнь возникла из первичного хаоса, появились высшие небеса, поднявшиеся с появлением духовных деревьев. Независимо от того, каким было духовного древо, на нем росли цветы и плоды, предоставляя непостижимые способности, игнорирующие законы мира. Это были настоящие небесные сокровища. Однако это были только слухи, дошедшие из древних времен. Сам лично Хань Ли этого никогда не видел. Однако, поскольку это упоминалось несколько раз в древних записях, можно считать эти слухи существенными. Кроме того, у духовных деревьев были уникальные циклы роста, охватывающие 100 тысяч лет, но их цветы расцветали и приносили плоды всего несколько дней или даже несколько часов. В такое время их зрелость быстро ухудшалась, а это значило, что собрать урожай становилось все сложнее. Цветы и плоды высших небесных деревьев — единственные предметы, которые обладали потрясающими способностями, которые могли игнорировать законы этого мира. Лоза и само древо можно было использовать только для усовершенствования инструмента. Они были далеко не так ценны.
Хотя Хань Ли знал, чтобы зверь был в курсе того, что у Хань Ли была небольшая часть корня высшей божественной пальмы, он не хотел, что зверь узнал о его возрождении с помощью исцеляющей солнечной воды. Даже если высшая божественная пальма окажется в чужом владении, она не будет иметь особой ценности, поскольку они не смогут приобрести ее цветы или фрукты. Но это все равно подвергнет соблазну других культиваторов и вызовет огромные проблемы. Поскольку у Хань Ли была его маленькая таинственная бутылка, он мог использовать ее для созревания виноградной лозы и получить цветы и плоды через 200 или 300 лет. Он не собирался отказываться от такой великолепной возможности. Если бы он позволил зверю узнать об этом, кто знает, мог ли он передать эту информацию своему основному телу в мире духов. Он не мог просто так напрашиваться на неприятности. В любом случае, бесконечный небесный зверь должен знать о дереве гораздо больше, чем он. Но с дальнейшими размышлениями он отказался от этой идеи. Приняв решение, он глубоко вздохнул и наложил несколько глубоких ограничений на растения, в результате чего сад духовных лекарственных растений вернулся к своему первоначальному виду. 3 дня спустя Хань Ли оставил марионетку в пещерной резиденции, а сам призвал Луло и других старейшин секты, чтобы сообщить им о своем отъезде. Позже он появился над безымянной горой в море рассеянных звезд и исчез за горизонтом в виде лазурной полоски света. Однажды ночью, несколько месяцев спустя, в храме Дворца звезд, на вершине небесного звездного города, красивая женщина в белых дворцовых одеждах сидела на коврике в скрытой комнате. Ее глаза были закрыты, а руки были сложены в жесте заклинания. По ее телу бродил белый свет, словно она что-то культивировала. Пока духовный свет непрерывно мерцал, на лице женщины внезапно появился след боли. Белый свет стал пульсировать еще ярче, и, как только казалось, что она вот-вот потеряет, женщина прекратила свой жест заклинания и остановила свою культивацию. После этого белый свет на ее теле в конце концов рассеялся. Она вздохнула и, открыв глаза, неосознанно огляделась вокруг. Женщина сразу же испугалась, и на ее лице появилось потрясение. В углу комнаты стоял человек, сложив руки за спиной. Он смотрел на нее с загадочной улыбкой. «Брат Хань, это ты». Женщина расслабилась, и ясно увидев его лицо, и сладко улыбнулась. Но в глубине ее красоты был слабый след страха. Это было важное место для Дворца звезд. Здесь было более 30 слоев ограничений, но он смог проникнуть внутрь, не предупредив ее. «Госпожа Лин, за те годы, что мы не виделись, твоя красота осталась неизменной. Однако эта техника культивации кажется неподходящей», — с легкой улыбкой сказал Хань Ли. «Как ты и сказал, у меня проблемы с культивацией. Я хотела бы обратиться за советом к эксперту. Теперь, когда ты здесь, я могу обратиться к тебе». Хань Ли усмехнулся. О руководстве не может быть речи, но я могу сказать тебе свои мысли по этому поводу. Но перед этим я хочу забрать Ге-Ору божественной эссенции». Лин Юйлин была на мгновение ошеломлена и нерешительно спросила: «Конечно, ты оставил ее на нас. Однако, как ты собираешься ее переместить?» «У меня есть способ, но я не знаю, сработает ли он». «Мне остается только попробовать», — спокойно ответил Хань Ли. На ее лице ненадолго мелькнуло удивление, и она ответила: «В таком случае я проведу тебя туда». «Спасибо за беспокойство, госпожа Лин», — кивнул Хань Ли с довольным выражением лица. 2 часа спустя они прибыли в проход под горой и подошли к большой нефритовой двери. Лин Юйлин открыла печать на двери с командным медальоном в руке. Хань Ли вздохнул и медленно вошел. Лин Юйлин, немного поколебавшись, последовала за ним. То, что произошло в прошлом, повторилось снова. Когда они проходили мимо ворот, их мгновенно окутала стихийная сила и яростно заставила духовную силу в их телах вырваться наружу. Тем не менее, Хань Ли был сейчас на пике поздней стадии зарождающейся души с гораздо более плотной и чистой магической силой, чем раньше. Он не собирался позволять своей духовной силе быть поглощенной. Он немедленно распространил свое искусство культивации и подавил странности, возникающие в его теле. Затем, держа руки в жесте заклинания, он медленно сосредоточился на центре своей груди. С треском появился шар света размером с яйцо, на поверхности которого бродил сверкающий пятицветный свет. Внезапно ближайший элементный свет, обвившийся вокруг Хань Ли, сразу же потускнел на треть. Стоя позади него, Лин Юйлин почувствовал изменение элементной силы и улыбнулась. «Поздравляю, брат Хань, ты прошел первый слой эссенции божественного света». «Если бы я не культивировал эту технику, я бы не смог сдвинуть гору», — небрежно ответил Хань Ли. Лин Юйлин настояла на своих словах. «Хотя ты культивировал только первый слой эссенции божественного света, ты уже можешь сдвинуть гору. Но я боюсь, что это будет нелегко. Если метод брата Ханя окажется неэффективно, не лучше ли присоединиться к нашему дворцу? Даю гарантию, что никто не помешает твоей культивации и что у тебя будет приоритет над нашими ресурсами».
Хан Ли посмотрел на Лин Юйлинь и равнодушно сказал: «Госпожа Лин, нет необходимости упоминать об этом снова. Если бы я собирался присоединиться к вашему дворцу, я бы уже сделал это. Что касается того, сработает ли мой метод, я сначала должен попробовать его». Глава 1253. Засада на острове. Хан Ли подбросил шарик духовного света в своей руке. Другой рукой он дотянулся до пояса, вызвав маленький флаг длиной в несколько дюймов. Флаг был малинового цвета, на поверхности которого мерцали алые вспышки и доносились призрачные вопли. Лин Юлинь удивленно взглянула на флаг, а затем бросила странный взгляд на Хан Ли. Однако Хан Ли не собирался ничего объяснять. Он просто пробормотал про себя заклинание и подбросил флаг перед собой. Во вспышке алого света маленький флаг увеличился в размерах, мгновенно став 3 метра в высоту. Поверхность флага поблескивала малиновым цветом, словно была покрыта кровью. Когда Хан Ли указал на огромный флаг, тот распахнулся и начал выпускать алый туман до тех пор, пока не превратился только в малиновое облако и бросился на вершину горы божественной эссенции. Достигнув горы, облако вздрогнуло и начало медленно расширяться, покрывая большую часть вершины и наполняя воздух кровавым зловонием. Лин Юлинь пронзила своим духовным чутьем облако и ощутила непостижимое количество иньских душ. После этого она поспешно отозвала свое духовное чутье, и ее разум наполнился страхом. В этот момент Хан Ли направился большими шагами к горе божественной эссенции и взмахнул рукой. Из его руки вылетел шар белого света и выстрелил в сторону маленькой горы, исчезнув из поля зрения. Затем Хан Ли снова махнул рукой. На этот раз он просто вытянул руку и схватил воздух. Небольшая гора замерцала радужным светом и качнулась несколько раз. Ее грохот сотряс воздух, и в конце концов она оторвалась от земли, медленно поднимаясь к кровавому облаку. Лин Юлинь наблюдала за происходившим с удивлением. Гора вошла в облако и исчезла. Затем Хан Ли выпустил из руки еще одно заклинание. Кровавое облако вздрогнуло и стало сжиматься, постепенно принимая форму алого знамени размером в несколько дюймов. Через мгновение флаг вернулся в руки Хан Ли. Место, где раньше была гора божественной эссенции, стало пустым, словно так никогда ничего и не было. Пространственное сокровище. Лин Юлинь в конце концов пришла в себя, но на ее лице все еще был шок. Это сокровище действительно обладает некоторыми пространственными способностями, и, кажется, я показал тебе настоящее шоу. С довольным выражением на лице сказал Хан Ли, проникая духовным чутьем в алый духовный флаг. Лин Юлинь удивленно ахнула. Оно обладает пространственными способностями и может даже забрать гору божественного света. Боюсь, что таких сокровищ единицы в мире смертных. Как повезло, что господин даосист Хань смог его приобрести. Когда мудрецы Дворца Звезд оставили способ контроля над Хан Ли, они верили, что культивация эссенции божественного света сделает его привязанным к Дворцу Звезд. Но теперь Хан Ли сделал его совершенно бесполезным этим гениальным ходом. Женщина внутренне вздохнула, в конце концов разочаровалась в том, что Хан Ли не присоединился к Дворцу Звезд. Из его руки вспыхнул багровый свет, и маленький флаг исчез. После этого Хан Ли немного подумал и улыбнулся ей. «Я могу ненадолго остаться во дворце, обменяться с тобой некоторыми соображениями по поводу твоей культивации и взглянуть на то, что вызывает у тебя проблемы с этим. Но в течение этого времени мне все же понадобится твоя помощь». Хотя Лин Юлинь на секунду задумалась, она сразу же ответила с улыбкой: «Брат Хань уже достаточно отплатил добром нашему дворцу. Для нас вполне естественно помочь тебе в твоей просьбе. Не нужно быть таким вежливым. Это лишь незначительный вопрос. Я хочу знать самое последнее местонахождение золотого змея во внешних морях. Чем точнее его местоположение, тем лучше», — сказал Хан Ли так спокойно, будто это был тривиальный вопрос, но Лин Юлинь была удивлена услышанным. Ее зрачки невольно расширились от удивления. С нерешительным тоном она пробормотала: «Брат Хань хочет знать местонахождение этого старого демона». «Неужели ты?» — Хан Ли бросил странный взгляд на девушку и поднял бровь. «Конечно, у меня есть причины найти золотого змеиного короля. Тебе не нужно слишком много думать об этом. Я не стану втягивать в это ваш дворец. Или ты хочешь сказать, что это дело слишком сложное?» Лин Юлинь покачала головой и ответила с торжественным выражением: «Брат Хан проявил большую доброту к нашему дворцу. Я бы не стала отказывать тебе даже в более сложной просьбе. Однако за последние несколько лет дворец полностью отозвал наших людей из дальних морей. И поскольку золотой змей — это демонический культиватор 10-го ранга, боюсь, что на выяснение его местоположения понадобится несколько дней. Время не имеет значения.
«Я не против подождать этой информации несколько лет», — небрежно ответил Хань Ли. Лин Юлинь отбросила в сторону все сомнения и заявила: «В этом случае мы немедленно примем меры. Господин даосист Хань, ты можешь оставаться здесь столько, сколько пожелаешь». Хань Ли кивнул, довольный услышать ее согласие. Затем они поболтали немного и вышли из пещеры. 2 года спустя мужчина и женщина парили над безымянным островом во внешних звездных морях. У мужчины была обычная внешность, но яркие и умные глаза. У женщины был тонкий и изящный вид. Оба выглядели довольно молодыми, но женщина, казалось, относилась к мужчине с величайшим уважением. Молодой человек выглядел совершенно равнодушным. «Судя по тому, что ты сказала, Золотой Змеиный Король должен был прибыть на этот остров. Может, он передумал и отправился на другой остров». Голос мужчины не был громким, но женщина ответила с величайшим уважением: «Старейшина Хань, пожалуйста, будьте спокойны. Я уже сделала несколько запросов. Это информация, полученная в результате поиска души высокорангового демонического культиватора. В глубине этого острова растет чрезвычайно редкий духовный фрукт. Хотя он не очень полезен для людей, клан змей их горячо любит. Золотой Змеиный Король приходит сюда каждые 10 лет к моменту созревания духовного фрукта и ест его под островом, независимо от препятствий. Если местонахождение плода не изменилось, то клан змей не переместится в другое место. Сейчас как раз период созревания этого духовного фрукта. При обычных обстоятельствах Золотой Змеиный Король обязательно должен прийти сюда». «Тогда я подожду еще несколько дней», — угрюмым голосом сказал мужчина. Разумеется, мужчиной был Хань Ли, а женщиной была ученицей Лин Юлинь, посланная ею указать путь Хань Ли. После 2 лет поисков со всей мощью Дворца Звезд, они наконец нашли местонахождение Золотого Змеиного Короля. Хань Ли оставался во дворце в течение этого времени, пока эта женщина не вывела его за город в секретную транспортную формацию, тихо доставив его в дальнее море, где он ждал на острове в течение нескольких месяцев. До сих пор ему еще не приходилось видеть никаких следов Золотого Змеиного Короля Золотого, поэтому Хань Ли начал терять терпение. И когда женщина уверенно ответила ему, выражение лица Хань Ли смягчилось. В тот момент, когда Хань Ли вздохнул и подумал спросить у нее более подробную информацию, выражение его лица внезапно изменилось, и он повернул голову, направив взгляд в далекое море. Хорошо, он наконец прибыл. Судя по ауре, нет сомнений, что это Золотой Змеиный Король. Восторг мелькнул на лице Хань Ли. Затем он повернулся к девушке и приказал: «Тебе следует уйти отсюда как можно скорее и уберечь себя от опасности». Ученица, услышав его слова, внезапно почувствовала, как ее сердце задрожало, и она поспешила улететь отсюда прочь в виде полоски белого света. Когда женщина скрылась из вида, Хань Ли взмахнул рукавом и вызвал маленькую черную бутылочку. С порывом белого демонического ветра из бутылки появилось 5 скелетов. Вперед, с умственным приказом Хань Ли 5 скелетов немедленно рассеялись, улетев прочь в демоническом ветре и скрывшись в поле зрения в одно мгновение. Вскоре после этого он похлопал по сумке для хранения духовных зверей, и оттуда вылетела дюжина 4-крылых многоножек. Затем Хань Ли приказал им спрятаться в море под островом. Хань Ли еще раз взглянул в море вдалеке и, усмехнувшись, внезапно исчез из поля зрения. Несмотря на множество техник, которые он выпустил, все это произошло в одно мгновение. В мгновение остров стал совершенно пустым, словно там никого не было. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить трапезу, на горизонте вспыхнул свет. Золотая и лазурная полоска быстро приближались к острову, пробираясь через огромный океан. Их свет погас, раскрывая 2 силуэта. У одного из них было высокое и крепкое тело, золотое расшитое платье и зеленая борода. У другого было более тонкое тело, серебряная шляпа и лазурная одежда. Появившись на лице крупного человека, в золотых одеждах появилось сомнительное выражение. Он быстро огляделся, но ничего странного не обнаружил. Когда культиватор в лазурной одежде увидел это, у него тоже появилось странное выражение, и он спросил, что. Неужели господин даосист Цзин обнаружил что-то неладное? Человек в золотых одеждах нахмурился и с сомнением сказал: «Когда мы были дальше от острова, мне показалось, что кто-то пронесся мимо нас своим духовным чутьем. Однако это духовное чутье было несколько слабым, так что это могло быть просто обманом ума». Человек в лазурной одежде рассмеялся. Если это было на самом деле, то разве это не означает, что их духовное чутье намного сильнее, чем у брата Цзина? Как это может быть возможно? Брат Фэн, ты переоцениваешь меня. Хотя я известен как Золотой Змеиный Король, от моей мощи дрожат только близлежащее море. Во внешних морях моя мощь ничего не значит. Человек в золотых одеждах покачал головой и быстро пронесся над островом своим духовным чутьем.
Ничего не обнаружив, он почувствовал облегчение. Конечно, он не мог знать, что дьявольские чудовища уже были разбросаны по дальним краям неба, а шестикрылые ледяные многоножки были спрятаны на глубине. Что касается Ханли, то его духовное чутье действительно намного превосходило чутье змея, поэтому змей не мог его обнаружить. Культиватор в лазурной одежде не одобрял осторожность крупного человека, но улыбнулся и похвалил: «Брат Цзин действительно скромен. Кто может угрожать тебе, кроме культиваторов божественной трансформации? Тем не менее, это место довольно пустынно. Если бы ты не привел меня сюда, я бы никогда не узнал, что здесь растут драконьи чешуйчатые фрукты». Глава 1254. Драконий чешуйчатый фрукт. Я случайно обнаружил это дерево в прошлом. С тех пор я прилетал сюда собирать фрукты раз в 10 лет. В человеческих записях говорилось, что этот плод чудесный. Съев его однажды, он позволит взлететь до небес. Высокоранговые человеческие культиваторы сочли его бесполезным, но он довольно полезен для демонов из клана змей. Но кто мог знать, что описание духовного фрукта в человеческих записях неполное? Если человек будет регулярно употреблять этот фрукт, он сможет укрепить свое тело, получив безграничную силу. Однако этого не произойдет без регулярного употребления. Очень мало духовных фруктов существует в мире смертных, поэтому человеческие культиваторы не смогли этого понять. Тем не менее, я очень удивлен, что брат Фэн знает много секретов, в том числе способ пересадки древа духовного фрукта. Крупный человек в золотых одеждах посмотрел на культиватора в лазурных одеждах со странным выражением лица. Культиватор в лазурной одежде спокойно ответил: «Я просто обнаружил древние останки, принадлежавшие древнему демоническому культиватору. Секреты фрукта и способ его пересадки были при нем». Также упоминалось, что каждый раз, когда фрукт срывают, он слегка меняет свое тело, но эффекты его не меняются. Если человек будет съедать по одному фрукту в день в течение долгого времени, его тело станет таким же тираническим, как и тело настоящего дракона. Но нет способа узнать, правда ли это. Теоретически это, конечно, возможно, но на самом деле этого не произойдет. Даже если мы соберем все духовные деревья драконьего чешуйчатого фрукта, один человек не сможет съесть столько фруктов. Даже одно дерево чрезвычайно сложно доставить нашему клану змей. На самом деле, если бы не твоя полная уверенность в технике пересадки духовного дерева, я бы не стал приводить тебя сюда, с торжественным выражением на лице сказал крупный мужчина. Хехи, я восхищаюсь многими культиваторами в твоем клане. Я не посмел бы обмануть тебя. Однако ты согласился на мою. Демоническим культиватором в лазурной одежде был Фэн Си, ветряной 9-го ранга, преследовавший Ханли в прошлом, тот самый, от которого он приобрел розовые крылья. А этот крупный человек был золотым змеиным королем. На данный момент он, похоже, не был в форме полудракона с острова Зеленого Духа и выглядел как обычный культиватор. Змеиный король махнул рукой: «Если твоя информация окажется верна, я тоже буду верен своему слову и подарю тебе несколько фруктов». Услышав это, Фэн Си обрадовал и выразил благодарность обеими руками. «Эти фрукты очень полезны для меня. Я должен поблагодарить тебя заранее. Хватит болтовни. Сначала мы должны посмотреть, сработает ли твой способ», — спокойно сказал крупный мужчина. «Будь спокоен. Если бы я не был уверен, я бы не посмел искать тебя». Древний демон исследовал этот метод пересадки всю свою жизнь. Его можно использовать не только на духовном древе драконьего чешуйчатого фрукта, но и на других духовных растениях, с уверенностью сказал Фэн Си. Крупный мужчина усмехнулся: «Надеюсь, что это так». Фэн Си улыбнулся и больше ничего не сказал. Его тело сверкнуло лазурным светом, и он стал спускаться вниз. «Подожди». Фэн Си невольно остановился от крика своего товарища. С мрачным выражением лица крупный мужчина сказал: «У меня все еще плохое предчувствие, поэтому я использую секретную технику, чтобы снова осмотреть область, чтобы убедиться, что здесь ничего нет». Услышав это, Фэн Си почувствовал разочарование, но он, естественно, ничего не сказал. У него не было выбора, кроме как подчиниться. С этими словами крупный мужчина выплюнул сверкающую золотую жемчужину. Держа ее в руке, он приложил ее на лоб и закрыл глаза. Постепенно жемчужина стала сверкать ярким светом, и на лице крупного человека появилось напряжение. Жемчужина была редким сокровищем, которое могло значительно увеличить силу духовного чутья культиватора. Когда змей высвободил свое духовное чутье, оно стало сильнее вдвое. Сокровище также усиливало диапазон его духовного чутья. Некоторое время спустя змей изменился в лице, и его взгляд стал настороженным. Он достал жемчужину и громко закричал: «Кто посмел подкрасться ко мне? Покажи себя!» Его голос сотряс воздух, как гром.
Фэн Си был очень потрясен, услышав это, и с недоумением высвободил свое духовное чутье. Змей продолжал смотреть в определенное место на острове с ледяным выражением лица. «Не ожидал, что у тебя окажется такое сокровище. Кажется, я просчитался». Голос раздался оттуда, куда смотрел змей. В следующее мгновение оттуда вылетела лазурная полоска, которая в мгновение очутилась в сотни метров от них. Хань Ли спокойно посмотрел на них. «Это ты? Это тот юноша по имени Ли?» Змеиный король и Фэн Си закричали в унисон, но выражения на лицах у них отличались. На лице Фэн Си было восхищение, а змей выглядел настороженным. Крупный мужчина прищурился и холодно спросил, что. «Брат Фэн знает этого человека. Брат Цзин, этот человеческий культиватор, в прошлом убил твоего потомка и украл сокровище, которое я усовершенствовал. Не ожидал, что увижу его снова в открытом море после стольких лет. На этот раз мы не можем позволить ему сбежать». Ох! Его культивация, в своем возбуждении Фэн Си пронесся мимо духовным чутьем по Хань Ли, и на его лице отразилось неверие. Глаза змея вспыхнули золотым светом, и он сказал угрюмым тоном: «Сбежать». «Хм. Разве ты не заметил, он сам пришел к нам?» Невозможно, когда я в последний раз видел его, он был всего лишь культиватором формирования ядра. Как он приобрел страшную силу великого культиватора? Когда Фэн Си почувствовал безудержную культивацию Хань Ли, он застыл от шока. Брат Фэн провел несколько сотен лет в уединенной культивации, так что, похоже, ты не слышал о том, что случилось на острове Зеленого Духа. Нет сомнений, что этот человек — великий культиватор. То, что он здесь, не сулит нам ничего хорошего. Так что нам следует быть осторожными. Змеиный король послал передачу голоса своему товарищу. Фэн Си облизнул губы и кивнул, не задумываясь. Пока два демона посмотрели на Хань Ли с враждебным выражением, Хань Ли сказал: «Изначально я ждал только господина Даосиста Цзина. Не ожидал, что встречу здесь старого друга. Похоже, это путешествие действительно стоит того», — сказал он, сложив руки за спиной с холодной улыбкой на лице, и посмотрел на демонического культиватора в лазурной одежде. Крупный мужчина яростно улыбнулся и смело спросил: «Ты искал меня? Неужели ты почувствовал, что высочайший духовный камень для тебя слишком много, и что ты бы хотел передать его мне? Он очень полезен для меня, так что я не собираюсь отдавать его тебе. На этот раз я пришел забрать твое демоническое ядро. Если ты выплюнешь это для меня, нам не придется сражаться». Спокойные слова Хань Ли оставили двух демонов совершенно ошеломленными. Золотой змеиный король яростно рассмеялся: «Ты хочешь мое демоническое ядро? Как ты смеешь говорить такие слова перед королем? Хорошо, очень хорошо. Если хочешь, иди возьми». Слой ослепительного света внезапно вспыхнул на его мантии, мгновенно раскрывая сверкающую золотую броню. Тем временем на старом демоне появился ослепительный свет, а по всему его телу появились блестящие чешуйки, и из копчика вырос драконий хвост. Змеиный король действовал быстро, практически мгновенно трансформировав свое тело в состояние полудемона для боя. Он взмахнул рукой, вызывая золотую алебарду в своей руке, на поверхности которой сверкала серебряная молния. Алебарда выпустила раскат грома и исчезла из поля зрения, появившись перед Хань Ли мгновением позже. Она с силой ударила Хань Ли. Король демонов напал сразу же, не сказав ни слова. Сердце Хань Ли дрогнуло, но он был готов к этому. Не задумываясь, он махнул предметом, который спрятал в рукаве. Перед ним вспыхнул серебряный свет, за которым появился странный серебряный лотос. Золотая алебарда попала в самый центр лотоса. С грохотом лотос качнулся, и из его центра вырвался семицветный буддийский свет. Алебарда была заблокирована, и хотя свет от лотоса погас, он выглядел совершенно невозмутимым. Хань Ли быстро сделал руками заклинание, и у него за спиной грянул гром, ознаменовавший появление лазурно-белых крыльев. С легким взмахом он появился на расстоянии более 30 метров и уставился на двух демонов с легкой ухмылкой на лице. «Грозовые крылья!» Яростно закричал Фэн Си при виде крыльев, и его тело задрожало. Красный свет вспыхнул в его руках, вызвав пару коротких топоров. В следующее мгновение он запустил в Хань Ли пару малиновых полос, внутри которых были топора. Хань Ли взглянул на демона и холодно фыркнул. Затем он открыл рот и выплюнул лазурный туман. В нем находился котел размером с несколько дюймов, небесный котел. Хань Ли произнес в уме технику печати артефакта, и из котла со звоном слетела крышка. Ветер подул в сторону Хань Ли, и над его головой появились две малиновые полосы. Они развернулись и были готовы разрубить его на части. Но Хань Ли просто протянул палец к котлу перед собой и щелкнул им. Бабах! Из котла вырвалась масса лазурных нитей,
наполнив воздух лазурным светом, и обвелась вокруг двух малиновых полос. Фэн Си был очень встревожен и поспешно приказал своим сокровищам освободиться. Но, несмотря на его приказы, его топоры были втянуты в маленький котел. Как только они исчезли с его глаз, умственная связь с ними разорвалась. При виде этого Фэн Си был глубоко потрясен. Глава 1255. Подавление двух демонов. При виде этого по спине Фэн Си пробежал холодок. Два этих топора я забрал у убитого мной культиватора зарождающейся души. У них много необычных способностей, но они даже не успели активироваться, прежде чем были захвачены этим ничем не примечательным маленьким котлом. Теперь он понял, что Хань Ли больше не был культиватором формирования ядра, который в прошлый раз спасся от него бегством. После того, как первый удар Змеиного Короля потерпел неудачу, он не стал продолжать атаку. Вместо этого он вернул золотую алебарду взмахом руки и сказал: «Брат Фен, будь осторожен. Этот маленький котел — небесный котел из человеческих легенд. Будет лучше, если мы атакуем его одновременно». Небесный котел. Тогда да, лучше делать, как ты сказал. Когда мы убьем этого человека, можешь забрать котел себе. Мне нужны только мои грозовые крылья, которые он у меня украл. Договорились. Змеиный король дико рассмеялся, и золотые доспехи на его теле засияли ярче. В следующее мгновение его тело поднялось в воздух, как ослепляющее летнее солнце. Было ясно, что демон выпустил всю магическую силу своего тела. Затем произошло нечто неожиданное. Змеиный король издал пронзительный вопль, из его ребер вырвался яркий свет, вслед за которым появилась пара золотых чешуек. Он поймал чешуйки руками, и во вспышке яркого света в одной его руке появился белый меч и маленький блестящий щит. Щит был покрыт чешуйками размером с монету, и казалось, что они были усовершенствованы из чешуи самого Змеиного Короля. Затем демон направил свою свободную руку на небо и сделал жест заклинания, словно использовал секретную технику. При виде этого Хань Ли прищурился, и на его лице появилось мрачное выражение. Глядя на этих демонов, он вспомнил высших демонов со священной первородной пластиной. Фэн Си разорвал одежду на теле, обнажив верхнюю часть тела. Затем он наклонился, и на его спине показались два выроста. В следующее мгновение он раскрыл крылья, каждое из крыльев было ярко-зеленого цвета и длиной 3 метра. В то же время лицо Фэн Си стало темно-серым, а на руках выросли чрезвычайно острые когти, сверкающие леденящим блеском. Оба демона теперь были наполовину трансформированы. Хань Ли несколько раз презрительно улыбнулся, наблюдая за этим, и, в конце концов, успокоился с легкой улыбкой. «Кажется, вы двое воспринимаете меня всерьез. Это хорошо, но не вините меня за то, что и я взял с собой подмогу». Прежде чем Змеиный Король и Фэн Си поняли значение слов Хань Ли, с горизонта послышались призрачные вопли, словно что-то приближалось с различных сторон. В то же время из-под острова вспыхнул белый свет, после чего с мора поднялась дюжина белых полос. «Атакуем. Убей его до того, как прибудет его подмога». С яростным выражением на лице закричал Змеиный Король. Вскоре после этого Змеиный Король прекратил свой жест заклинания и открыл рот, выпустив плотный луч золотого света, начав свою атаку. Он так быстро набросился на Хань Ли, что оставил после себя остаточное изображение, которое все еще выпускало луч света изо рта. Фэн Си не смел медлить. Он распахнул свои крылья и превратился в ураган, метнувшись вперед. При виде этого Хань Ли слегка вскинул брови, но не сдвинулся с места. Вместо этого он взмахнул кипригелем своей руки и развернул его на ладони. Перед ним расцвел большой серебряный лотос и полностью накрыл его. Затем он взмахнул другой рукой, выпустив шар трехцветного света, который превратился в веер 3 огней. Хань Ли схватил его и взмахнул им в направлении падающего луча света. Столб трехцветного пламени выскочил вперед и ударил столб золотого света, появившийся перед серебряным лотосом. При столкновении грянул плотный порыв ветра. Хотя луч света сгустился от силы Змеиного Короля, огненный столб остановил его и, похоже, даже смог поглотить. Когда Золотой Змеиный Король увидел это, его сердце дрогнуло, но он, не останавливаясь ни на минуту, взмахнул одной рукой. Во вспышке золотого света вперед вырвался щит из чешуи змея. Он превратился в плотный световой барьер вокруг него, который защищал его, пока он размахивал двумя другими видами оружия. Белый световой меча и золотое копье наполнили воздух струящимся сиянием, обрушив на трехцветное пламя, напоминавшую шторм-атаку. Золотое копье и белый световой меч не только были удивительно остро, но и, казалось, совсем не боялись огромного тепла от пламени. Золотой и белый свет, казалось, сплели сеть, жестко блокируя ореол света, последовавший за вспышкой пламени.
Хотя Хань Ли был слегка удивлен этим, он не мог сейчас заняться этой атакой, поскольку Фэн Син напал на него со спины, обойдя его с помощью неизвестной техники движения. Теперь Фэн Си был всего лишь в 100 метрах от него. Раскрыв крылья, он выпустил когти и начал атаку. Раздался звук шелеста крыльев. В следующее мгновение из его крыльев вырвалось бесчисленное количество перьев, превратившись в шквал стрел, и каждый удар его когтей вызвал бесчисленное количество полосок когтей, но все они ударились в серебряный лотос Хань Ли. Хань Ли с равнодушным выражением на лице посмотрел на властные атаки Фэн Си и открыл рот, выпустив 3 золотые полоски. С оглушительным лязгом лазурные перья и полосы когтей врезались в поверхность лотоса, но в момент столкновения атаки, казалось, рассеялись, в то время как лотос оставался целым и продолжал вращаться на месте. При виде этого на лице Фэн Си отразился шок, но в следующее мгновение перед ним появились 3 полоски золотых мечей длиной 3 дюйма. Демон невольно взмахнул крыльями, и его тело размылось. Вспыхнувшая ци меча пронзила в нем дыры, однако она смогла попасть лишь с остаточное изображение. В следующий момент Фэн Си появился за 70 метров. Его лицо побледнело, словно этот маневр стоил ему большого количества магической силы. Хань Ли нахмурился. Он не ожидал, что у демона будет такое мастерство в технике ветреного уклонения. Если бы он захотел убить демона, ему пришлось бы потратить на это немало усилий. Подумав об этом, он приказал маленьким мечам увеличиться в длине и продолжить преследовать Фэн Си. При виде этого выражения на лице Фэн Си стало холодным. Внезапно в воздухе появилась пара больших лазурных когтей и с молниеносной скоростью ударила по мечам. В одно мгновение все мечи были захвачены. Со злобным выражением на лице он использовал секретную технику, чтобы подавить изо всех сил, намереваясь сокрушить их. Но когда когти загорелись лазурным светом, он увидел, что на мечах нет ни малейшего следа повреждения. При виде этого сердце Фэн Си дрогнуло. Прежде чем он успел подумать о чем-то еще, раздался оглушительный звон. Золотые летающие мечи, воспользовавшись моментом его неосторожности, высвободились от захвата и разрезались огромные когти на куски. Разрушенные когти были рассеяны ветром. Затем летающие мечи изменили направление и быстро продолжили преследование Фэн Си. На этот раз Фэн Си почувствовал еще больший шок. Он быстро открыл рот, и из него вылетела лазурная нефритовая чаша. Пролетев в воздухе несколько дюймов, она создала лазурный световой барьер, сметая летающие мечи. Со звенящим лязгом летающие мечи врезались в лазурный световой барьер. Под ярким золотым сиянием летающих мечей лазурный барьер был с легкостью пробит. Фэн Си изменился в лице при виде этого. Он больше не осмеливался встретить летающие мечи в лоб и, взмахнув крыльями, исчез в виде лазурной полоски света. Летающие мечи изменили направление, молча продолжив свое преследование со скоростью, равной скорости Фэн Си. В этот момент демон начал проклинать его в своем разуме. Сделав круг в небе, он взглянул на золотого змеиного короля. В результате его сердце дрогнуло еще сильнее. Золотой змеиный король заблокировал трехцветное пламя и оказался рядом с Хань Ли. Он свирепо атаковал серебряный лотос, но лотос, казалось, рассеивал каждую его атаку. Находясь в лотосе, Хань Ли несколько раз взмахнул изумрудным кипригелем и восстановил весь ущерб барьера несколькими вспышками семицветного буддийского света. Золотого змеиный король, я не смог с ним справиться. Фэн Си окинул взглядом окружение и начал размышлять о том, должен ли он сбежать. Было ясно, что нынешние способности Хань Ли намного превзошли его ожидания. Одних свирепых летающих мечей было более чем достаточно, чтобы разобраться с ними двумя. Но затем демон внезапно остановился и остался на месте, обнажив полудемоническую форму Фэн Си. В неизвестное время дюжина метровых белоснежных многоножек окружила его. У них было 4 крыла и сверкающие кристаллические тела. Шестикрылые ледяные многоножки. Узнав их, Фэн Си закричал в ужасе, и его лицо стало еще более мрачным. Ожесточенная атака золотого змеиного короля на лотос также внезапно прекратилась, и он разорвал воздух золотой полоской света, надеясь сбежать. Изнутри лотоса раздался безразличный голос Хань Ли: «Уже слишком поздно думать о том, чтобы сбежать». Сказав это, из лотоса с невероятной скоростью выскочили 10 красных нитей. Они несколько раз мелькнули в воздухе и плотно обвились вокруг демона. После этого они вспыхнули красным светом, превратившись в несколько плотных огненных веревок, сдавливать демона. В тот же момент в небе подул серый демонический ветер с несущимися внутри него призрачными головами. Все они выглядели жестокими и вопили, не прекращая. Они спокойно вошли в огненные веревки, не обращая на них никакого внимания. Золотой змеиный король, находившийся в огне, закричал от ужаса. В его холодном крике был огромный страх.